Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Любимое дело и с вами Лада. Я начинаю мастер-класс по плетению прямоугольной или квадратной корзины из газетных трубочек. На самом деле нет никакой разницы в плетении корзин таких форм, что прямоугольная, что квадратная корзины плетутся практически по одной и той же схеме, если у них не плетеное дно, а картонное сплошное, как в данном случае у меня. Это самый простой способ, как мне кажется, сплести прямоугольную или квадратную корзину. Отмечу, что данный мастер-класс – это подробный мастер-класс, очень подходит для начинающих в плетении из газет, потому что здесь я показываю весь процесс плетения от начала и до конца. Разбираю вместе с вами какие-то спорные вопросы, нюансы, которые возникают по ходу плетения, и также даю какие-то советы на разном этапе плетения. Поэтому, если вы знакомы с основами плетения уже и вам не интересен какой-либо этап в этом видео, то для вас я оставила в описании под видео подробный таймлайн, так что заглядывайте туда и переходите на тот временной отрезок видео, который вам наиболее интересен. Итак, из материалов в первую очередь мне понадобятся газетные трубочки, далее 2 картонные заготовки, их нужно подготовить заранее, чуть позже я расскажу, как это сделать. Следующее, клей ПВА, у меня 2 вида, первый это строительный, для склеивания картонных заготовок, он более прочный, и канцелярский клей ПВА для наращивания газетных трубочек в процессе плетения. Следующее, ножницы могут понадобиться и зажимы. В процессе плетения вы уже решите сами, нужны вам они или не нужны будут. Следующее, подготовьте, пожалуйста, материалы для пресса, под которые вы будете помещать картонные заготовки. Это могут быть и книги, и бутылки с водой, и кастрюли с чем-то тяжелым. Там вы уже сами решите, что у вас в хозяйстве есть. И последнее, что нам понадобится для плетения прямоугольной или квадратной корзины, это форма. В данном случае у меня вот такая вот коробка. Размерами подходит под мою корзинку, точнее, мою корзинку я подогнала под эту коробку, потому что мне было лень делать отдельную форму для корзины. На самом деле формой могут служить и стопка книг какая-нибудь, и какая-нибудь другая корзинка, и все что угодно прямоугольной или квадратной формы. Свою коробочку эту я наполнила тяжелыми, там всякими дисками, крупами и так далее, чтобы она в процессе плетения не была легкой и по ней было очень легко плести. На самом деле прямоугольные или квадратные корзины можно сплести и без использования формы, но это будет сделать очень-очень сложно, потому что без формы вы не сможете контролировать правильность и ровность стеночек, которые вы плетете. То есть они будут у вас деформироваться в ту или иную сторону. Попробовать можно, но, как я уже сказала, это очень-очень сложный процесс. Вот круглую корзинку без формы сплести легче, чем квадратную, потому что все-таки вот эти углы плетутся именно по форме ровно. То есть без формы эти углы сплести ровно, вряд ли получится. Вот такие материалы для плетения данного вида корзиночки нам понадобятся. И давайте начнем. Для того, чтобы сделать дно будущей корзинки, я взяла 2 картонные заготовки одинакового нужного размера. В данном случае картон у меня не слишком толстый. Белую бумагу формата А4, у меня это простой вариант офисный. И клей ПВА столярный с кисточкой. Я беру белую бумагу, начинаю разминать ее в руках, чтобы получился эффект мятой бумаги. Далее рву ее на кусочки, на большие, на маленькие, на средние. И этими кусочками обклеиваю 2 картонные заготовки. Далее эти 2 готовые картонные заготовки кладем под пресс и смотрим, чтобы под прессом они полностью высохли. Вот такие 2 картонные заготовочки у меня получились для будущего дна. Здесь такой немаловажный нюанс, они должны у вас полностью высохнуть именно под прессом. Если вы снимете пресс раньше времени, они в сыроватом состоянии у вас будут досыхать еще какое-то время, то они могут деформироваться
и покоробиться в ту или иную сторону. А этого нам не нужно, потому что все-таки они будут служить дном коробки, и нужно, чтобы дно было ровным и прямым. Итак, настало время для формирования будущих трубочек-стоечек. Для этого нам нужна одна заготовочка картонная, другую мы откладываем в сторону, и газетные трубочки. Сейчас будем рассчитывать, сколько газетных трубочек нам нужно наклеить на стороны нашей заготовки. В первую очередь мы наклеиваем по одной газетной трубочке в каждый угол. У нас 4 угла, значит 4 трубочки будет задействовано. И далее высчитываем, сколько трубочек-стоечек на равном расстоянии у меня здесь, например, на этой стороне влезет. У меня практически стороны одинаковые, поэтому будет одинаковое число, что на этой стороне трубочек наклеено, что на этой. У меня здесь 19,5 сантиметров, и приблизительно... Я так посчитала, что 6 трубочек на расстоянии 2,5 сантиметра у меня здесь будет наклеено. Здесь с одной стороны, с этой стороны, с третьей и с четвертой. Также, если у вас дно других размеров, вы также измерьте и приблизительно уже сможете посчитать, да, сколько трубочек-стоечек у вас влезет. Главное, чтобы они были на равном расстоянии. Итак, приступаем. Для этого... Я беру столярный клей ПВА, потому что он более прочный. Сначала я мажу уголки. По уму, конечно, тут нужно клееночку постелить, чтобы не запачкать стол. Но, как обычно, у меня все это делается спонтанно. И какие-то моменты я просто пропускаю. Сначала мы клеим по одной трубочке стоечки в уголки. Немножечко мы клеим и немножечко прижимаем. Вот так вот, приплющиваем. У нас будет широкая картонная заготовка с торчащими из-под картона газетными трубочками. Поэтому нужно определить место, куда вы ее поместите под пресс, чтобы ее никто ногами не пинал. Мне тоже надо придумать это место, потому что у меня кот. Итак, все наклеили. Теперь мы клеим по 6 трубочек с каждой стороны. Вот такую заготовку, которая у нас получилась, с торчащими газетными трубочками, мы кладем под пресс и оставляем до полного высыхания, так, чтобы у нас все тут высохло. Кстати, зажимы здесь пригодились, но можно, в принципе, их убрать уже, так как пресс тут стоит. Вот. Все, оставляем, чтобы все это высушилось. Ну, понадобится буквально, не знаю, сутки, чтобы это все хорошенько просохло. Опять же, лучше не убирать пресс раньше времени, для того, чтобы вот это вот дно
наше будущее, оно не деформировалось, не покоробилось. Все, ждем сутки и начинаем уже плетение стеночек. Достала я заготовочку из-под пресса, она полностью высохла и все хорошо проклеилось. Значит, получилось у нас дно корзинки и будущие трубочки-стоечки. И сейчас приступаем к очень ответственной работе. Это будем делать переход от дна корзинки к стенкам и уже плести сами стенки. Перед тем, как переходить уже к поднятию трубочек-стоечек и плести стеночки корзинки, сейчас я проплету один ряд без поднятия трубочек-стоечек, то есть по периметру оплету методом веревочка один ряд. Это я делаю для того, чтобы вот эти вот стыки, которые мы заклеивали, то есть у нас две заготовки склеены, и вот эти вот стыки были наиболее незаметны уже, когда мы трубочки поднимем. Итак, для этого я начинаю не как обычно проплетать, а я вот сюда вот приклеиваю две трубочки рабочие, то есть сначала клею одну трубочку прямо вот здесь вот у основания. Немножечко увеличу, да, чтобы показать. И вторую трубочку-стоечку клею прямо вместе их, вот так вот друг на дружку, вот, чтобы получилась вот такая вот картина. Да? Ну, я немножечко подожду, пока клей схватится, и уже начну оплетать по периметру веревочкой. Итак, начинаем оплетать будущие трубочки-стоечки. Повторюсь, это простой метод веревочка. Трубочки при этом, вот эти стоечки, мы не поднимаем пока. Оплетаем их в лежачем состоянии. Итак, поясню. Оплетаю я очень-очень плотно и очень-очень близко вот к этому картонному основанию. Так, уголок у нас оплетается достаточно легко. Правой рукой я плету, а левыми пальчиками я держу плетение, чтобы было все ровно, прочно и плотно. Вот что получается. Итак, периметр у меня уже оплетен. Сейчас я покажу, как я заканчиваю плетение этого ряда. В том месте, где я приклеивала рабочие трубочки для начала плетения, я в этом месте отрезаю концы моих рабочих трубочек и их приклеиваю. То есть на те два конца, с которого было начато плетение. Вот таким вот образом у меня все это выглядит. Одну я приклеиваю наверх трубочку. Использую клей ПВА. Так. Вот так вот. А вторая рабочая трубочка у меня идет вниз. То есть я как бы обклеиваю вот эту вот будущую трубочку-стоечку. Вот таким вот образом, чтобы это все быстренько и хорошо схватилось, я использую прищепку. Все, теперь жду опять же, пока это все высохнет, и начнем переходить к стенкам корзинки. Мы подошли к этапу плетения стенок корзины. Я уже поставила форму на дно, и сейчас будем поднимать трубочки-стоечки. Для этого я их немного подготовлю, то есть я вот тут вот в основании их немножечко сминаю, для того, чтобы когда мы будем их поднимать, не было слишком резкого перехода, потому что они могут сломаться. А вот так вот их чуть-чуть мы размягчаем у основания, и тем самым они очень плавно и очень хорошо у нас поднимаются, и нету никаких изломов.
Итак, я уже определила, где у меня будет начало плетения стенок корзиночки. Это вот в этом месте, приблизительно это середина стороны корзинки, не с угла начинаю плетение. И 2 рабочие трубочки я сейчас буду приклеивать за трубочки стоечки. Вот таким вот образом. Это я делаю для того, чтобы начало самого плетения было наиболее незаметным. Начала процесс оплетания трубочек-стоечек. Здесь у меня начало плетения, там, где я клеила рабочие трубочки. Стоечки у меня пока в таком падучем состоянии, но в процессе оплетания я их поднимаю и фиксирую. Здесь нужно быть очень осторожным при плетении углов. Для того, чтобы уголки у нас получились аккуратными, мы вот так вот их фиксируем. Так. И плетем дальше. Первые 2 ряда сложновато плести, а потом уже будет немножечко полегче. Так, нарастила трубочки, оплетаем дальше. Плетение поставила на подставочку, чтобы здесь было место, чтобы было удобнее вам показывать. Так, уголочек сразу раз, трубочку согнули, зафиксировали. Так, плетем дальше. Первые 2 ряда очень важны, так как это основа будущего изделия закладывается в них, поэтому очень повышенное внимание нужно уделить первым 2 рядам. Дошли до уголочка, смотрите, я его обхватываю трубочками и раз, и вот так вот формирую уголочек. И поехали дальше. Итак, дошли до уголочка. Обхватываем его трубочками, поднимаем стоечку и хоп, пальчиками вот так сформировали уголочек. Так, продолжаем плетение. У нас оплетен первый ряд. Трубочки, стоечки у меня уже практически стоят. Видите, да, после 2-го ряда они уже будут стоять пряменько. Так, оплетаем дальше. Вот то начало плетения, где я клеила трубочки рабочие. Ничего не видно практически. Так, опять подошли к уголочку. Обхватываем его рабочими трубочками и раз, немножечко тут помогаем пальчиками, формируем уголочек. Вот он у нас ровный прямой уголок.
Итак, подвожу итоги. Пока предварительные, значит, 3 полных ряда у меня сплетено, начала 4-й ряд плести. Уголки у меня прямые, трубочки, стоечки уже почти что все стоят. Нету никаких лежачих трубочек, стоечек. Плетем 4-й ряд, ну и так далее уже. В принципе, ничего не боимся, потому что самое страшное позади. Единственное, надо, конечно, быть все время, во время всего плетения корзиночки аккуратными на уголках, чтобы они были ровные и никуда не скатились, ничего с ними не случилось. Все, плетем, ничего не боимся. Так, это пошел 4-й ряд. Высота моей корзиночки будет приблизительно сантиметров 15. Сейчас я немножечко повыше сделаю. Да, она будет вот такой вот высоты. Может быть, даже тут 16-17 сантиметров. Вот. Сколько рядов это выйдет, я не знаю. Вот. В принципе, никаких декоративных элементов у меня нет. То есть у меня будет полностью корзиночка выполнена сплошным плетением. Так что я продолжаю плести дальше. Надеюсь, что вам все видно, весь процесс плетения. Итак, я думаю, что нам с вами можно встретиться буквально через 6 рядов. Вот 6 рядов я проплету и уже снова подключусь, покажу, что у меня получилось. Друзья, ну вот мы и встретились, я показываю предварительный результат того, что получается. У меня уже оплетено 8 рядов, и вроде бы результат мне нравится. По крайней мере, я большое внимание уделяю вот этим вот уголкам, и вроде бы они плетутся ровно у меня. Сюда я вставила такие небольшие картонные вставочки. Это для того, чтобы уменьшить расстояние между корзинкой и формой, потому что здесь оно было чрезмерно большим, и здесь тоже не очень удобно было плести. Вы также можете по ходу дела, вот если вы видите, что расстояние как-то увеличилось, может быть, или же вам как-то неудобно, можно подставить что-нибудь к форме. В общем, по ходу плетения тоже смотрите, регулируйте, как вам лучше. Так, очень нужно быть внимательным в уголках корзинки, потому что это самый главный элемент в плетении прямоугольной или квадратной корзины. И вообще корзины, где есть углы. Углы — это самое главное. Итак, плетем дальше. Уголки очень аккуратно. Для того, чтобы уголки плелись аккуратненько, да, и были ровные, они должны прилегать очень-очень плотно к форме. Поэтому вот здесь вот будьте внимательны особенно. Так, ну и некоторые трубочки в стоечке все-таки норовятся куда-то в сторону уйти. Тоже за ними нужно следить. Странно, вот на камеру как будто бы все трубочки стоечки у меня в сторону глядят, но на самом деле это не так. Так, плетение должно быть максимально плотным, чтобы не было никаких просветов. Так, вот еще у нас уголочек, смотрите, да? Так, наращиваем. Так, нарастили, плетем дальше.
Итак, в плетении у нас ничего особо не меняется. Мы также продолжаем это действие. Повторюсь, что у нас будет сплошное плетение, без всяких декоративных элементов. И, в общем-то, сейчас проплетаю еще 6 рядов таким вот способом, образом. И снова включаюсь, показываю вам предварительный результат. Друзья, я снова показываю предварительный результат того, что у меня получается. Значит, у меня сплетено еще 6 рядов к тому, что было, и в общей сложности у меня здесь сплетено 16 рядов. Так, смотрите, какие стеночки получаются. Мне осталось сплести еще 10-12 рядов, и моя корзиночка будет почти готова. Есть несколько нюансов при плетении стеночек корзины. Во-первых, это трубочки-стоечки, за ними нужно следить, чтобы они были в прямом положении и чтобы расстояние у них было равное между собой. И второй нюанс, когда вы плетете, вы, наверное, заметили, что стеночки корзины вот здесь вот в серединке чуть-чуть проседают вниз, а вот эти вот уголки, наоборот, поднимаются. Вот чтобы этого не было, их нужно по ходу дела вот так вот опускать, когда вы плетете, и тем самым стенки корзиночки будут выравниваться. При последующих рядах, когда вы плетете все больше и больше рядов, какие-то просветы они убираются, и плетение становится чуть более ровнее. Итак, вот уголки немножечко вот так опускаем. Тоже контролируем их поднятие, как они у нас. Итак, плетем еще 5 рядов, встречаемся с вами, и я показываю тоже предварительный результат того, что получается.
Друзья мои, снова я на связи, у меня проплетено уже 27 рядов, и высота моей корзиночки сейчас составляет 13,5 сантиметров. Я запланировала высоту в 15 сантиметров, поэтому мне еще где-то 3 или 4 ряда нужно доплести. Сделала небольшую паузу, хочу с вами поделиться моей ошибкой, которую я совершила в данном виде плетения, и дам небольшой совет. Ошибкой в плетении данной корзиночки является то, что в процессе плетения я неправильно фиксировала положение вот этих вот трубочек-стоечек, которые идут за угловыми трубочками-стоечками. Вот они, и вы на видео можете видеть, что они у меня идут криво, немного смещаясь к углу. Это во всех углах так. Вот, например, в этом углу они тоже, вот эта трубочка смещается к углу все больше и больше. Значит, покажу, что я делала для того, чтобы добиться такого, в кавычках, результата. Покажу вам и делайте выводы, что такого делать нельзя. Итак, как они у меня смещались? Все очень просто. То есть я плела уголок. И далее я, не поворачивая изделие, заводила рабочие трубочки за следующую трубочку-стоечку, фиксировала это все. Далее я поворачивала изделие к себе и продолжала плести вот эту вот сторону. Естественно, при фиксации вот этот вот уголок между двумя трубочками, он смещался все меньше и меньше. И таким образом у меня вот эта трубочка-стоечка все больше и больше пододвигалась к угловой трубочке. Видим, да? То есть, чтобы такого не было, что нужно делать? То есть, после того, как вы оплетаете уголочек, вы рабочие трубочки не трогаете, фиксируете левой рукой уголочек, поворачиваете изделие к себе. И далее вы видите положение трубочки-стоечки, которая у вас, да, в правильном положении она стоит. И вот только после этого вы рабочими трубочками оплетаете следующую трубочку-стоечку в том положении, в котором она у вас прямо находится. Вот после того, как вы поворачиваете изделие к себе и уже после этого оплетаете трубочку-стоечку, вы уже видите, в каком положении в прямом она должна находиться, и тем самым вы вот этот вот угол между двумя трубочками, его не сужаете. И еще совет, который хочу дать, относится к плетению углов корзины. Помимо того, что когда я плету уголок корзины, я пальчиками помогаю рабочим трубочкам согнуться здесь в нужном месте. Помимо этого, здесь немаловажно и то, что форма должна плотно прилегать к плетению и к самой угловой трубочке. Вот вы видите, да, то есть между вот этой угловой трубочкой, стоечкой и самой формой должно быть минимальное расстояние, вот совсем-совсем минимальное, практически без зазоров. Таким образом, трубочка-стоечка хорошо фиксируется пряменько. И когда вы даже пальчиками не помогаете рабочим трубочкам согнуться в этом месте, им помогает согнуться именно поддержка формы. Итак, мое плетение подошло к концу. Прячем рабочие трубочки. Так, я пока их не отрезаю, но чуть-чуть подрезаю, но не отрезаю полностью, потому что сейчас буду делать загибку, все промазывать клеем. И уже вот эти вот места тоже буду промазывать клеем. Загибка будет в этой корзиночке простая. То есть я буду заводить трубочку-стоечку за следующую. Вот таким вот образом. Какой-то вычурной загибки здесь не требуется, потому что будет еще сшит мешочек-вкладыш в эту корзиночку, и в принципе загибки как таковой будет не видно. Поэтому делаем простую загибочку. Вот такая вот загибка
у нас будет. Итак, после того, как я все трубочки стоечки просуну в следующие места, я вот эти вот места буду смазывать клеем ПВА, чтобы все хорошо схватилось. Достаточно их просунуть через второй или третий ряд. Этого будет достаточно. Помните, да, что уголочки у нас немного поднимаются вверх, поэтому мы чуть-чуть параллельно с загибкой фиксируем это поднятие и немножечко их опускаем. Вот так вот, раз, взяли, опустили. Уже нам сама загибка помогает это сделать. Да, для того, чтобы достать рабочую трубочку-стоечку, да, при загибке, мне помогают ножницы, но можно использовать и спицу, по которой, например, вы крутили трубочки. Да, еще один момент. Обычно, когда я делаю загибку, я трубочки-стоечки вот так вот разминаю. Да, это делать обязательно, но в этот раз я их разминаю уже в процессе загибки. Обычно я этот процесс делаю перед самой загибкой, то есть я прохожусь по периметру всей корзиночки и их разминаю. А в этот раз я размяла и завожу за следующую трубочку-стоечку. То есть два процесса одновременно у меня происходит. Так, вот что получается. Таким образом, сейчас сделаю всю загибку по всему периметру корзиночки и с вами уже будем на связи после того, как все сделаю. После того, как я выполнила загибку по всему периметру корзинки, вынула из нее форму, я переворачиваю корзиночку вверх дном, и сейчас я проверяю, ровно ли я ее сплела. То есть я смотрю на то, как корзиночка стоит, не выгибается ли она в какую-то сторону, и смотрю на наличие просветов между столом и корзиночкой. Таковых я не вижу, делаю выводы, что все у меня сплетено ровно. Так, и сейчас я приступаю к этапу проклейки вот этих вот мест, где у меня сделана загибка. Для этого я использую клей ПВА, простой, обычный, канцелярский. Я капаю немножечко клея вот сюда вот и прижимаю все это прищепкой. Вот таким вот образом. После того, как клей у нас подсох вот в этих вот местах, мы отрезаем все лишнее, что у нас торчит от бывших трубочек-стоечек. А если что-то у нас остается, вот такие вот маленькие корешочки, которые нам уже не обрезать никак ножницами, мы их вот прячем вот туда вот внутрь.
Корзиночка уже готова к тому, чтобы ее покрасить. Для этого я подготовила морилку на водной основе цвета мока. Я ее налила в отдельную мисочку для того, чтобы было удобнее ей пользоваться. И две кисточки. Первая — это вот такая вот круглая жесткая щетина. Ей я буду красить стенки плетеные. А вторая, она тоже жесткая щетина, но чуть-чуть помягче, чуть-чуть поредее. Ей я буду красить дно с той и с другой стороны. Итак, сначала я возьмусь за дно корзиночки. Оно у меня картонное, обклеено белой мятой бумагой. Вот таким вот образом я его крашу. Получается очень интересный эффект, как вы видите. Сильно тереть дно не нужно. То есть, если у вас кисточка с очень жесткой щетиной, то лучше ее не брать. Такую брать кисточку более помягче. Потому что если вы будете сильно тереть вот такое вот дно, то оно будет уже такое шершавое, расклеиваться. Даже не то чтобы расклеиваться, но будет вот оно с такими ворсинками. Так, вот дно у нас покрашено. Итак, с другой стороны красим. Можно сразу вместо белой бумаги обклеивать картонные заготовки обоями с каким-нибудь рисунком. Тогда вы этот этап пропускаете, их красить не нужно, если и так все хорошо смотрится. Просто обои у меня в этот раз не было, была белая бумага, поэтому я вышла из положения именно так. Вот у нас дно покрашено. На видео видно какие-то непрокрасы, но на самом деле непрокрасов нет. То есть такая присутствует некая мраморность. И сейчас мы приступаем уже к покраске плетеных стенок корзиночки. Тут все просто. Начинаю, правда, я изнутри корзины ее красить. Вот таким вот образом. В этот раз я грунтую, не используя клей ПВА, а беру лак, которым обычно покрываю изделие, добавляю воды в пропорциях 1 к 1. И этим составом промазываю корзинку. Но внимание, этой грунтовкой я промазываю только плетеные места, дно изнутри и снаружи я не трогаю. Итак, после того, как мы прогрунтовали корзиночку, она полностью высохла. Теперь она такая прочная достаточно. Мы сейчас ее будем покрывать лаком. Его я перелила, как всегда, в отдельную мисочку, чтобы удобнее было его брать, пользоваться им. Покрывать буду не только
плетеные места корзины, но и также картонное дно. Сейчас я покажу, как я это делаю. У меня, как всегда, в этом плане мне помогает кисточка с жесткой щетиной, чтобы пробраться во все труднодоступные места. Итак, ну, плетеные места корзины, да, вы знаете уже, как покрывать лаком. Сейчас покажу, как я покрываю картонное дно. В принципе, ничего нового я, наверное, вам не покажу. Просто вот берете вот так вот и кисточкой наносите лак. Тем самым вы это ваше дно защитите от внешних воздействий, от сырости. Не бойтесь, что это дно покоробится, когда будет высыхать. Нет, этого уже не будет, потому что лак он не проникает слишком глубоко, то есть он поверхностно покрывает поверхность. Вот таким вот образом все наносите. Кстати, я заметила, зафиксировала, сколько лака у меня уходит, чтобы покрыть вот такой вот объем корзиночки, то есть это 100-150 миллилитров лака. Да, кстати, дам еще небольшой совет, не допускайте, старайтесь не допускать большого скопления лака вот в этих вот ямочках между плетениями, потому что он высыхает и тем самым не очень хороший эффект дает, то есть как будто там какие-то пузырики скапливаются и так далее. Не очень эстетический вид придает самому изделию, то есть старайтесь вот эти вот большие скопления лака вот так вот кисточкой убирать. Жесткая щетина отлично с этим справляется. Мой мастер-класс уже подошел к концу. Смотрите, какая красивая корзиночка в итоге у нас получилась. В нее отдельно можно сшить чехол-вкладыш из ткани, использовать по назначению, но это будет уже совсем другое видео. Также можно сплести вот такой замечательный цветочек и украсить им корзиночку. Выглядит довольно симпатично. Если вам понравилось это видео и было для вас полезным, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, будьте в курсе выхода новых видео. Я всем желаю отличного настроения, вдохновения и увидимся очень скоро. Пока-пока!